Ну и назовем его куб get repli. Да, право есть. Что-то ему как-то вообще пофиг на меня. Угу. Так получается выгодит разработка вообще. Так, ну и что же я не так сделал? Подожди, что? 0, 0, 50. Что-то он не туда пошел вообще. Да. А зеленого цвета, кстати, не было. О, что-то появилось. А она типа сама рассчитывает. Так, подожди-ка. Ну-ка. Ну, не двигается, но зеленая сетка появилась. Но на нем гори надо, если... Можно его чуть выше поставить. Ох ты, ёб ты! Посмотрите, он меня жрет. Ну, это успех, я считаю. Если я сверху... Нет, нет, нет. Смотри, что творит. Это что с такой штукой можно сделать? Он бегает, он... Капец. Ну все. Вот так вот просто можно сделать куб, который за тобой ходит. Скорость, конечно, ему подправить, да, немножко может. Пусть будет 200. Вот оно. Веди меня. Четыреста 50. Ну, довольно быстро, да, с моей скоростью бегает. Делаем вежливым. Стоп, нет, это я не то сделал. Acceptation radius. Вот это. О, здравствуйте. Можем поговорить. Как цивилизованные... Так, ну не надо. И то же самое подключим к OnFail. Третьих нот, либо готовые средства наши вон. Basic Wall. Что, я могу? Green. Red. Что-то тут такое вот есть. Compile save. Пипец. Ну, он, конечно, еще левитирует, да, и под землю проваливается, но что можно сказать? На этом все. Да, в этой серии. Хочу только сказать то, что да, так может делать каждый абсолютно. Но когда ты делаешь на практике впервые, это совсем по-другому ощущается. Что теперь можно сказать, что я настоящий разработчик. Все. А в следующей серии мы сделаем что-нибудь еще круче с нашим кубиком. Привет! Это вторая серия. Теперь мы сделаем для кубика механику голода. Он будет искать еду.
И заставим его выбирать. Выбирать между кое-чем. Итак, сразу же приступаем. Создаем яблоко. Какое яблоко? Еду создаем. Джимини почему-то по яблоке пишут. Так что... Что-то создаем новый этот актор. Blueprints класс, актор. Актор, потому что он не двигается, он неподвижен. Пусть будет, ну просто идет. Это на английском метод, да? И да. Что такое id? Это есть. Просто rename. Тут. Заходим. Materials. Сделаем его... Details, materials. Ему сначала надо добавить, чтобы он был кубом. Да. От куб. Куб. Пут куб. Делаем ему цвет. Какой цвет у него должен быть? Какой цвет? Красный? Цвет жизни, да? Или зеленый? Я думаю, зеленый. И меньше размера он должен быть, да? Scale. Пусть будет в 2 раза меньше. Куба. Два. Или даже... Вот так. Да. Ну... Да. Да. Compile save. Теперь у нас он есть тут. Я могу даже сразу же добавить. Сколько угодно их, да? Ноль. А у них есть физика? У них нет физики, они... Да. Ну, это грустно. Ладно. Какая еда зеленого цвета бывает, да? Это вопрос. Мясо красное, например.
Ладно. Пусть будет зеленый, а потом эти что изменим. Так. 3-4, ну пусть будет вот так вот. И интересно, если я одно яблоко расположу вот здесь. Вот это интересно уже будет, да? Что он будет делать, если не сможет его добраться? Тогда он будет бесконечно искать его, ну. Так, дальше. Теперь делаем ему шкалу сытости. Вот тут с нашего прошлого осталось. Variables. Float. Вот здесь. И это float, которая с точками пятыми. Поставь 100. Справа в поле default value 100. Графики на логике найди ноду в антик. Вытяни из нее белую стрелочку, найди ноду subtract. Subtract. Делай так, чтобы история поверенной статистики колес считалось, например, 0,05. Но он не хочет. Дельта секунд, думаешь, надо, да? Кстати, эти... типа должен выдавать... Get satiety. Из ноды вычитания сытности вытяни стрелочку, назови ноду branch. Branch. Delta seconds. Из белой стрелочки войти к вытяни линию вправо, отпусти мышь. Play ноду set satiety. Вытяни линию вправо, отпусти мышь и создай ноду set satiety. Как там это разорвать было? Ctrl-Alt. Alt, левая кнопка мыши. Так, открывай связь. Окей.
Set. Значит, мы из event tick проводим, создаем указанное значение set satiety. Здесь 100 должен быть. Далее он идет из этого зеленого кружка satiety, вытяни линию вправо. Да. В нижнее окошко лосовца впиши вручную число 1. Теперь получить результат. Вот ниже зеленый кружок ноды set satiety. Нет, подожди, это я не то выбрал. Вот ниже зеленый кружок ноды set satiety. Окей, да. Как соединить с branch? Каждую секунду, ну пусть он 10 будет отнимать каждую секунду. Так. У ноды satiety есть справа и своя белая стрелочка. Вы нажмите не дальше вправо, вызывай ноду branch. Вот так вот. Что? Satiety берется, вычитается. Что ты упустил, Ред? Он ему возвращается. А как он идет? Он должен сюда прийти. Нет. Он каждую секунду получает, если отнимается 10, из 100 отнимается 10 каждую секунду и записывается сюда. Отсюда он идет в branch. Я ее протянул в branch. Нужно дать условия. Меньше. Less. Из выхода true вытяни белую стрелочку и вызови ноду get all actor of class. Get all actor of class. В поле actor class выбери bp куб. У него раз есть был print. Food. Найдет все яблоки. Из ноды поиска яблок вытяни синий кружок out actors. Да. Это матрица типа со всеми, да.
Инициируй get. Get копия под номером 0. Get копия 0. Самое первое яблоко из списка. Синий кружок Павн, снова не self. Синий кружок Павн, снова не self. Подожди. Что-то ты не то сделал. Out actors, да. Get копия 0. Вызывай еще одну ноду move to. Это после этого, да? Нет, подожди, это вот здесь и сюда. Move to. Синий Павлов снова yourself. Self. Target актор, воткни то самое яблоко номер 0. Из белого кружка он сусес. Кубик успешно добежал до яблока, коснулся его, вытянет стрелочку, вызовет Destroy актор. Указать яблоко, кубик высел. Сразу после этого верни переменную satiety обратно на 100% через узел satiety. Так, подожди, как вернуть, я не понял. Как вернуть обратно на 100 через узел satiety? Ты хочешь сказать, что типа просто это конец? Ну-ка. Что, верите? Блять. Ну, тут, конечно, спорно возникает. Ну, что уничтожат? Во-первых, почему он побежал на него? Потому что может один сделать, да? Во-вторых, он уничтожает сам себя. Он бегает за мной. Это ж сколько... Подожди, сколько он тогда... У него каждая секунда отнимается. Так. Дети, брата на 100. Он исчезает сам. Нужно таргет
Таргетом должен являться... А то если он фейл, то если он не найдет или не сможет дойти, это потом. Подожди. Как указать еду в качестве цели? И как... Начнем с этого, да? Начнем с этого. Это, возможно, работает, я не знаю. Нода destroy actor, подключение стоимости itself, да. Смотрите на ноду GTA actor, сказать, что я увидел GTA копию по номеру 0, на выходе из ноды GTA копии зеленый и синий-зеленый. Это ссылка на то самое. Ссылка? Нельзя. В синей линии зеленого кружка ноды GTA копия прямо в синий кружок target. Его нельзя. Нельзя. Эта копия выдается сообщитель данных. На ветку true, ноды branch. Команда идет в get actor, зачем get копия. Вытяни синий-зеленый из выхода get копия прямо в пустое место на графике, отпусти мышь, выбери promote to graph. Нет такого. Вообще, я сам уже разобрался на Джемини. Так, а как он сейчас съест его? Ты. Так. А, это честно? Так что можно, что ли, было? Опа, ошибочки, эррорчики. Да. Вот так вот. Ну, вообще заранее решил проверить, будет ли ошибка, если... Да, ну посмотри, если... Если я его размещу здесь, будет ли ошибка? Ошибка была. Он застрял. Потому что у него нету еды больше. Все, он просто не знает, что делать.
Он бесконечно ищет еду, но ее нету. И ошибка выдается. Runtime error. Возвращаемся в кубик. Пусть будет очень быстро. Так. Из синего выходного кружка Out Actors из этого Ланч. Выберите какую-то зеленую ноду, интегрер. Зеленого выхода ноды Ланч, вытяни линию, введи знак больше. И в нижнее поле пиши 0. Грейтер. Да, 0. Больше 0. Количество яблок на карте больше 0. Между ноды готовы. Поставь новый бранч. Бранч. Condition. Соедини белые ссылки. Белая линия от get to actors, а класс идет в этот новый бранч. Да. Теперь у этого бранча есть два сценария. Ветка труда, яблоки на карте есть, белую ссылку труд, скачай дальше к твоему узлу. Где-то копия и ходьбе яблоко. Ветка false, нет яблок на карте больше нет, все съели белую ссылку false, присоедини обратно к твоей старой ноде, а ему в ту к игроку. Если я протяну его обратно к игроку, то тогда здесь сломаются условия.
Он идет ко мне, если меньше 30. Если он возвращается сюда... все, окей, все нормально. Это работает, да. Вот так может, да. Сохранил. Ну, для них можно копировать, конечно. Пускай так сойдет. Можно просто ссылки было показывать, чтобы не было так они не... Да, это может начать путать. Да. Так. Да. Должно работать. А если он не может дойти? А если... Ну, просто проверим. Он вообще сдался по жизни. Так, и что теперь не так? У него есть голод. Если голод... Если голода нет, он идет домой. Если голод есть... Он ищет яблоки. И если их больше 0, их больше 0, и тогда он их ищет и ест, уничтожает и получает сытость. Если меньше, то он просто следует за игроком. Должна работать. Что случилось? Да, здесь он застыл, потому что не понимает, он не может дойти до яблока. Он не видит к нему пути. Он сначала двигается за мной. Да. Вот именно это я и хочу изменить сейчас. Так что я все правильно угадал. Я угадал. Просто я ему очень быстро сделал голод, поэтому мы не можем заметить сразу. Очень быстро для меня встал на месте. Найди мода If Move To. Если у него справа... Да. Он fail. Ни хрена он не возвращает. Нет. Если не может дойти... да. Все. Нет, он стоит, он не понимает. Потому что у него голод, он его не бросает. Если он не может зайти, он идет за игроком, но у него при этом одновременно
ошибка, потому что он не может смириться. Если он не может дойти, то он должен следовать за игроком. Но у него это мгновенно повторяется, и это круто. Да, каждую миллисекунду. Время на размышления. Мы ставим кубик после неудачной попытки забить на еду хотя бы на 5 секунд. Найди узел АИ в ту. Выход fail, вытянул fail, retrievable delay. Указываю время. 5 секунд. Сокращаем ивентик. Чтобы ивентик не перебивал эту задержку каждую миллисекунду, нужно делать так, чтобы кубик не спамил команду ходьбы к яблоку, если он уже пытается, уже пытается к нему идти. Но дай ему в тук яблоко, есть выходной прыжок. Movement ресурс. Результат выполнения. Создай свою новую переменную слева в панели Variables и назови ее isHunting. Охотятся. Блин. Прямо перед нодой. Прямо перед нодой get all get all actors of class, вот это. Прямо перед ней на ветке true твоего главного бранча голода. Ставь еще один бранч. И условия возникли примерно из hunting с нодой not. Set get. В условиях непеременную из hunting с нодой not. Если ответ true, он еще не бежит за яблоком, мы делаем set
Enhancing the true. Get. Is hunting. Get просто. Если да, если это true, мы сразу делаем set in hunting true. Ставим галочку. Пускаем логику к яблоку. От кубик дошел он success и съел яблоко, или не дошел, он fail и сработал наш delay, мы снова делаем set in hunting false. Мы снова проверим. Сработает наш delay. Когда кубик дошел, он success и съел яблоко, или не дошел. Хер знает, но тут возможно такое что достроить. Так, anyway, даже если... Ладно, пусть так будет. Все равно это не важно сейчас. Но по сути это надо убрать, чтобы она... Через задержку delay. Переподключи этот узел через задержку delay. Это будет конфликт двух команд. Кубик отвисит, начнет плавную фиксацию между тобой и заводом. Ну, проверим. Угу.
не работает. Что я не обозначил, что будет при true. False. Охотится ли он? Да. Последним, что я поставил, нет. И что если нет? Возвращает его к вопросу, голоден ли он? Да. И он возвращается сюда. Это вопрос, охотится ли он. Если нет, какая разница, да? А что он не идет за мной? Что он зависает? Если значит, он мне предлагает все изменить. Вдали из хантинг. Ладно. Set timer by event. В поле time впиши 1. Каждую секунду. Обязательно поставь галочку в поле looping. Из красного квадратика event на этой ноде вытяни линию назад, влево сюда и вызов custom event. Check brain. Проверка мозга. Теперь белую стрелочку от этого нового custom event подключи туда, где раньше был event tick. Set CTH. Да ну. Угу. Он вообще стоит, блядь, на месте. Гений нашелся. Да.
Дебагинг это, да? Ну, по сути, да. When begin play. Event begin play. Set timer by event. Если он каждую секунду, то там надо увеличить где-то. Ну, ошибок нет при этом. А что если я удалю? Да, это точно из-за того... Да, это точно из-за того, что он... Раз каждую секунду сразу таймер. Видит недоступное яблоко, вообще приказ бежать к нему. Он пытается двинуться, но встроенный движка и сразу же понимает, что пути нет. И выдает сигнал он фейл. Он фейл. У нас есть стрелка к ноте «Иди к игроку». Кубик хочет развернуться к тебе, но ровно через секунду таймер сбрасывается снова. Кубик опять проверяется, я голоден, да, яблоки есть на карте, да, самое... Таймер опять просыпает. Получается, что кубик на секунду разрывается. Таймер шлет его к яблоку, а физика пути возвращает его. Он точно есть, потом одно. Про конкретное недоступное яблоко. Вот я о чем. Да. Это уже другой уровень совсем. Почему ignore actor when moving? Вернуть актора по движению. Выйти, найди ноду и move to, который ведет к яблоку, и ее выход он fail. Он fail. То есть дилей нам не нужен. Ignore actor. Синий кружок актор вытянет то самое яблоко. То синюю линию зажлагает такой попадной взрывной.
У нее есть синий цель. Вообще-то self. Давай так, они да? Floating по moon. Да. Клади его мышкой, появится щи прямо на графике принтера. Соедини этот кружок компонента движения с кружком таргет внутри нода. Стоп, чё? Эй-эй-эй, ты куда его дел? Подожди, что? Может быть, надо убрать? Давай. Невозможно.
Так. Ну, это сказать... Блять. Да, тут есть момент. Он идет за мной через секунду. Он останавливается, идет, останавливается, идет, останавливается, идет. Для движения это не вариант. Окей, на это работает. Да, мы, то есть, решая одну проблему... Решая одну проблему, я породил новую. Да, вот это вот и есть, конечно. Так вот работают баги, получается. Теперь он ходит по секундам и меняет цвет намного медленнее. А когда спавнится изначально, у него цвета вообще нету. Критичнее всего то, что он останавливается идет. И тут эррор. Так что да, это решение одной ошибки породило две других. Да. Секунду слышал, Кубик получил команду «Беги к игроку». Он плавно пошел. Зачем нам таймер? Кубик еще не дошел, но таймер бьет снова. Слушай, разве нам нужно это? Почему просто вот так не делать? Да вообще без этого. Вот так. Ах, сука. У него сохраняется этот, но он замирает. Ладно, решение реально рабочее. Но почему? Потому что он вызывает отдельный ивент, и это таймер каждую секунду. Ладно, ладно. Так. У нас работает встроенный интеллект, не нужно. Да. Да. В одной секунде 1000 миллисекунд.
Милли. Милли от слова тысяча, да? На латинском вроде. Да, от латинского. 1000 двойных шагов. Римских солдат в полном обучении. Да. 1000 двойных шагов. Итак, мы 1000 миллисекунд. Как вернуть плавность и скорость? Финальный суперфикс. Мы разделим тело... А тики это сколько? В 1 секунде 60 тиков. При 60 FPS. Ясно. Ну да, это очень логично. Возвращаем плавный ход на ивентик. Включи ивентик напрямую к твоему первому самому главному бранчу. Самому главному бранчу. Но он же посвящен ему. Напрямую к своему первому самому главному бранчу. Твоему самому первому главному бранчу. Оставляем таймер только для гола. То есть свой таймер. Берем белую стрелочку от него, кастомер, подключить только к ноде Set Ability, где вычитается сытость. А он и так был подключен, по-моему. Кубик перестанет дергаться. Снова будет обновляться плавно каждый кадр. Цвет будет меняться мгновенно. Set Ability. Не веди от нее стрелку дальше выбрать. А куда? От нее нет.
сытости, и план мешает ее надеяться. Каждый кадр плавно двигает кубик и мгновенно меняет ему цвет. Он посмотрит на цифру. Ну, посмотрим. Не совсем понимаю, вот это вот надо как-то убрать отсюда. По сути, да. Должен ли он передавать значение? Да, потому что связан с этим. Тогда я проверю. Это таймер. Вот это меняет. Ну, наверное, да, надо просто убрать. Можно не убрать. Окей, надо было просто убрать, да? Нет? Нет, оно не работает. Но он ничего не изменил. Она ничего не меняет. Он отдельно от нее работает. Что надеюсь, бранч, посмотрим. Только один. Таймер работает отдельно. Он запускается и тикает каждую секунду отдельно от всего. Condition только здесь связан. Таймер работает правильно, а вот дальше он замирает не из-за того, что у него голод, а из-за того, что... Что? Вот еще раз все. Здесь все отсоединено. Ничего нет больше. Съел, ходит за мной, нормально моргает. Встал на месте. Потом реагирует. Проблема именно достижением цели. Не может добраться до кубика и ломается. Но он не ломался до этого, до того, как я совместил... Потому что путь... Еда тут. В чем была проблема? Он идет сюда. У него есть голод.
условия, да? Каждую секунду есть вот условия. Голод меньше 30. Если нет, он просто ходит за игроком. Все правильно. Если голод больше 30, тут нет кондишн. Если голод больше 30, так, хантинг вообще тут не существует. Я, возможно, сам сейчас создал проблему. Нет, он все равно становится. Ну, скорее всего, было пофиг на эту переменную, но она лишняя была. Но дело не в этом. Мы делаем так, чтобы аналитик не спамил команду движения каждую миллисекунду, а давал ее только один раз в момент смены состояния. Мы поставим 2 шлюза предохранителя, которые будут пропускать команду ходьбы только один раз. Посмотри на свой главный бранч, который появляется в теле после ноды аналитик. У него есть 2 выхода, true и false. Голоден или сыт. На ветке true голоден, между выходом true и началом логики поиска яблок поставь ноду do ons. Между выходом true и началом логики поиска яблок поставь ноду do ons. На ветке false между выходом false и твоей старой нодой ему игроку поставь еще одну ноду do ons. Теперь связываем их крест-накрест. Секретная магия выпринту. Чтобы эти шлюзы открывались заново, когда кубик меняет свое настроение, из выходного белого кружка он сусус, когда съел яблоко, он fail, когда не достал еду. Протяни белую линию, кружок reset, заброс. У той нода do ons, который отвечает за false, ходьба к игроку. Из выходного белого кружка он сусус, когда он съел яблоко. Я не могу, он должен разрушить его. Или он fail, когда не достал еду. Когда он fail, он должен был игнорировать его. А дальше он возвращается в муфаиту. Вот этот... Из выходного белого кружка он сусус или он fail, когда не достал еду. Протяни белую линию в кружок reset. У той ноды do ons, которая отвечает за false. Reset. И наоборот, как только кубик переключит на ходьбу к игроку,
Выход из ноды до once на ветке false. Присоедини белую линию в кружок reset ноды до once на ветке true. Как только кубик переключится на ходьбу к игроку. Выход из ноды до once на ветке false. Присоедини белую линию в кружок reset ноды до once на ветке true. Теперь, когда кубик проголодается, винтик пойдет по ветке true. Он наткнется на первый до once. Тот пропустит всего одну команду. Ищи яблоко и беги к нему. Все остальные 1000 кадров, этот винтик будет заблокирован этим шлюзом. Кубик спокойно добежит до стены, сработает честный он фейл, кубик плавно переключится на команду иди к игроку, забросит первый шлюз и пойдет за тобой идеально мягко, больше не конфликтуя сам с собой. Compile save и запускай play. Compile save. Да, он не двигается, блять. Что? Потому что ты дебил. Он... Как он будет делать, я... Seconds. Она позволяет запустить одну белую команду по нескольким дорожкам по очереди. Кликни правой кнопкой мыши по пустому месту и в поиске напиши sequence. Создай две такие ноды sequence. Одну для ветки ввода, вторую для ветки игрока. Отвори пока все. Создал. Z0, Z1. Теперь соединяем все по цепочке. Финальная схема. Ветка false. Движение к игроку. Выход completed. Первые ноды до once. Воткни в начало первой ноды sequence. Из первой ноды выход completed. Подожди. Ветка false. Движение к игроку. Ветка false. Выход completed первой ноды до once. На ветке false воткни в начало первой ноды sequence. Первая нода, да, это false. Да, из верхнего выхода Z0 этой sequence введи белую стрелочку к твоим блупринтам движения за тобой. Я может...
Z0. А из нижнего выхода Z1 это reSecond, стяни длинную белую линию, кружок reset. Да. Стяни белую линию, кружок reset второй ноды doOnce, который на ветке true для яблок. Ну, блин, да какого яблока? Еды. Ветка true. Выход комплект второй ноды doOnce, не начало первой ноды. Понятно, да, он по порядку идет просто. Ну, хочешь, чтобы я вот так сделал? Ой. Нет. Из ее верхнего выхода Z0 введи белую стрелочку дальше к логике яблок. А вот сброс этой ноды, ее кружок reset. Ищи туда, когда мы поедем. Выходом Ансусес или unfail яблочного движка. Ветка true. Выход комплект от второй ноды doOnce. Воткни в начало второй ноды seconds. Из ее верхнего выхода Z0 введи белую стрелочку дальше к логике яблока. А вот сброс этой ноды, ее кружок reset, подключи туда, куда мы планировали, к выходам onSuccess или onFail яблочного движения. onFail. Вот этот. Ignore. Чтобы он его запомнил. Подключи к reset. Подключи туда, куда мы планировали, к выходам onSuccess яблочного движения. Подключи ее кружок reset, подключи onFail. Ну, важно именно, что не имеет значения, я отсюда или сюда. Одна принимающая, вторая не принимающая. Когда срабатывает doOnce, команда заходит в seconds. Движок за 1 миллисекунду поменяет сначала дорожку Z0, а затем перейдет к Z1. Для верхнего seconds в Zen какая разница, мать? Это работает. Он встал на меня. Он должен куда идти? Нужно подключить кружок reset самой первой ноды doOnce. Два раза.
Первый ноды донс, которая на ветке движения полз. Давай проверим всю схему. Главное, кубик сыт, false. Команда идет первый. Бросает первый, открывает второй. Кубик сыт, false. Команда идет первый донс. Первый seconds. За мной запускается плавным экзитом. Is false. Is false. Кубик сыт. Идет донс. Первый seconds. Идет первый seconds. За 0. Запускает плавный бег за мной. Да. А за 1 сбрасывает, открывает второй до еды. Кубик проголодался. Команда идет во второй дуонс. Он как раз открыт. Во второй seconds. Да. За 0 запускать поиск и бег яблоко. А за 1 сбрасывает, открывает первый дуонс игрока. Финал еды, он создал зону фейл, когда кубик съел яблоко или выдал он фейл, еда с забором. Команда этих выводов сейчас зависит от второго дуанса, чтобы кубик мог снова проголодаться в будущем. Вот, теперь этим общается идеальный зон. Там это вечный двигатель для мозга. Он встал. И даже цвет не меняется, он завис. Как съел первый кубик еды. Понятие движения через физическое тело кубик
Да. Sensitivity. Да. Да. Кубик Годи видит стрелку, ищет яблоки. Затем второй бранч проверяет, что Лейн да. Из его выхода true веди в этой копии и ему в ту к яблоку. Конечно, если придем заставшего кубик в стену. Тот самый... Теперь самое главное, почему он зависал при он фейл у стены, когда мы включали таймер. Даже кубик раз в секунду пытался идти к игроку, но сытость оставалась меньше 30. В следующую секунду таймер снова увидел голод и опять слал его к стене. 6 в одну из быстрее, посмотри на ноду ему в ту, который ведет к яблоку. Посмотри на ноду ему в ту, который ведет к яблоку, найди ее выход on fail. Я дошел. Посмотри на ноду ему в ту, который ведет к яблоку. Вытяни из unfail белую линию, подключи ее напрямую к ноде. Вытяни из unfail белую линию, подключи ее напрямую к ноде set. Вытяни из unfail белую линию, подключи ее напрямую к ноде set. Нет, я не вернусь, садись на стол. Нет, я хочу оставить сраный голод. Какого хера? Кубик проголодался, побежал к заблокированному яблоку за забором, наткнулся на забор, сработал сигнал, только я не могу достать это яблоко, ну ладно, будем считать, что я магически наелся. Нет. Ни хрена это нечестно. Он не получается это магически. Ни хрена это нечестно. Конечно, легкие решения. Предал солнце. Никакой магический суд сытости воздуха быть не должно, это костыль. Да. Кубик должен оставаться голодным, если еда забором, то не ломать игру, так что. Если кубик голоден, но еда недоступна, он должен войти в состояние голодный поиск. Временно забить на это конкретно неизвестимое яблоко, вернуться к себе, но его класс сытости продолжить честно таять, пока он не найдет другое доступное яблоко. Чтобы сделать это без конфликтов на эвентик и без ломающих дуонс, мы используем самый правильный ответ рули, переключайте состояние. Ну, то, как пишет в больших играх, займет 2 минуты, зато логика будет железной. Создаем 3 состояния кубика. У нашего кубика будет 3 режима жизни. Сыт, ходит за тобой, охотится, бежит к яблоку и голодный в пути. Еда недоступна, возвращается к тебе, но хочет есть. Слева в панели Variables нажми плюс и создай новую переменную. Назови ее state. Звучит как выход, кстати. Справа измени ее тип, в поиске типов напиши about.
0 сыт и ходит за игроком. 1 бежит к еде. 2 голоден, но еда заблокирована. Возвращается к игроку. Честный event tick без полевых крыльев. Теперь мы возвращаем всю логику движения на плавный event tick. Но направляем ее через распределитель switch on byte. Переключатель. Теперь мы возвращаем всю логику движения на плавный event tick. Но направляем ее через switch on byte. Из ноды event tick введи белую линию, вызови switch on byte. Кружок selection, этого свеча, вот не наша переменная state, у нас switch появится выходы 0, 1, 2, теперь ставим рейсы движения, дорожка 0, сыт. Теперь возвращаемся к нашей ноде AI move to к яблоку. Что происходит, когда кубик добежал или застрял? Теперь возвращаемся к нашей ноде AI move to к яблоку. Что происходит, когда кубик добежал или застрял? Если он честно съел доступное яблоко, да. И возвращаем его в обычный режим жизни. Он фейл, обнаружил никакой магии, средство маленькое, 15. Мы просто вытягиваем стрелку из on fail и делаем set state 2, переключаем его в режим голодных пути. Как это будет работать в игре? Кубик бегает за тобой, стоит 0. Проголодался, стоит 1, стал 1. Он один раз получил команду и целеустремленно мчится к яблоку за забор. Наткнулся на стену. У него не получилось. Да, сработал он fail. State. Мгновенно стал 2. Кубик разворачивается и честным голодным красным бежит обратно к тебе. Пока он бежит за тобой в режиме 2, его сытость на таймере продолжает честно падать ниже и ниже. Если ты в этот момент бросишь ему под ноги новое доступное яблоко, мы можем сделать так, чтобы режим 2 раз в несколько секунд забрасывался обратно на проверку, state 0, чтобы он мог передумать и съесть новое яблоко. Для этого на выходе он fail, перед переключением state 2 можно просто поставить маленький дилей на 5 секунд, чтобы он 5 секунд дошел до дома, снова приходил state 0 и понял карту. Это честная, бескомпромиссная система симулятора жизни, никаких счетов с ними. Создать ему 3 состояния, разделив... Боже мой. Почему не сработала эта логика?
Почему кубик стал ломаться после того, как не мог подобрать еду? Проблема именно тогда, когда... Когда все работало, чистый таймер раз в секунду. Когда мы полностью убрали Event Tick и пустили всю логику через таймер, кубик работал и не зависал. Почему? Потому что эта команда «иди к яблоку» или «иди к игроку» обновлялась всего один раз в 1000 миллисекунд. Но обновлялась же, но не шел к нему обратно. Когда кубик натыкался на забор, когда нода иммуту мгновенно выдавала сигнал on fail и писала его, когда кубика был целый вагон времени, целая секунда, чтобы развернуться, начать плавное движение к тебе и сделать несколько шагов. Нет. Да.
Скрытый технический конфликт между тем, как думает программист, и тем, как работает движок Unreal Engine. Игнорирование — это не удаление из списка. Нода игнор-актора не удаляет яблоко из папки игры. Она просто говорит физическому движку, когда ты будешь идти, не сталкиваться с этим яблоком, проходи сквозь него, если наступишь. То есть для физики яблоко стало призраком. Но для логики яблоко осталось живым. По-прежнему находит это яблоко на карте. Да, на карте есть одно яблоко. Узел по-прежнему дает ссылку на это заборное яблоко. Кадр 1. Эвентик видит, что кубик голоден, яблоко на карте есть. Он вызывает ему вступ к яблоку. Встроенный ИИ движка за миллисекунду понимает. Пусть заблокирован забором и выдает on fail. В чем-то разница с секундой. Из on fail команда прекращается на ноду, а ему в ту к игроку. Кубик хочет повернуться к тебе. Наступает следующий кадр. Опять видишь, что скорость меньше 30. А яблоко на карте все еще лежит. Он не знает, что в прошлом квадре был on fail. Он просто видит условия и опять вызывает ноду. Так может запишем ему, чтобы он помнил? Он просто видит условия и опять вызывает... Да, но почему-то он помнит взрыв. Старая команда игры без Кубик замирает всегда, потому что нода ему в руку физически не успевает сдвинуть кубик ни на 1 миллиметр. Ее каждую секунду перебивает, стирает, меняет пулеметный вызов. Кубик стоит на месте, произведенным бесконечным спамом. Свой личный логический черный список. Если проблема в том, что да.
Если это всего лишь разница во времени, 1 секунда против 1 миллисекунды, то почему при таймере черный список сработал, а при тиках кубик намертво застыл? Ты понял меня, поясню. Дело не в том, что движок забывает черный список. Дело в том, что как устроена сама нода и move2 внутри движка Unreal Engine, как она реагирует на время. Вот как эта разница во времени ломает физику под капотом. В чем разница между 1 секундой и 1 миллисекундой для AI move2? Когда у нас стоял таймер на 1 секунду, происходило следующее. Кубик проголодался, таймер вызывал AI move2 к яблоку. Движок мгновенно понял, путь заблокирован, и он выдавал onFail. Из onFail команда пошла в ноду AI move2 к игроку. Кубик получил приказ идти к игроку, нода AI move2 к игроку включилась и захватила контроль над компонентом движения кубика. Кубик пошел за тобой. Поскольку таймер сработает только через целую секунду кубик плавно идет за тобой. И нода AI сама знает, как двигать кубик. Она активна. Когда мы вернули Eventik миллисекунду, произошло вот что. Eventik вызывает AI move2 к яблоку. Движок видит забор и выдает onFail. Команда идет в AI move2, кубик включает движение к тебе. Через 0,01 секунды Eventik бьет снова. Он опять заходит в ветку голода и опять вызывает ноду AI move2 к яблоку. Тут физика движка ломается. Как только ты вызываешь AI move2 к яблоку заново, движок обязан сбросить текущее движение кубика, остановить его, заново запустить поиск пути, опять наткнуться на забор и опять выдать onFail, и опять включить движение к тебе. При тиках кубик застывает не потому, что бегает туда-обратно, а потому, что он каждую миллисекунду сбрасывает и начинает заново поиск пути к заблокированному яблоку. Сбрасывает, начинает заново поиск пути к заблокированному яблоку. Нода AI move2 к игроку просто не успевает поработать даже 1 миллисекунду. Ее обрывает следующий кадр от Eventik. При таймере в 1 секунду у нее был запас времени, чтобы работать. При тиках этого запаса нет. Почему мы отказались от переменной охоты и хантинг? Так. Мы не прописали, что делать дальше, и кубик застрял в режиме isHunting True, переставая вообще реагировать на мир. Если мы вернем ее и доделаем честно, это и будет самое простое, изящное и правильное решение с одной единственной переменной. Да, вернем твою переменную из хантинга, да нет, и делаем все честно прямо сейчас. Нам нужно просто правильно расставить ее галочки. Честная схема с одной переменной из хантинга. Ставь всю логику на EventTick.
Перед нодой get all actors of class на ветке true главного бранча голода поставив бранч, который проверяет is hunting равен false. Кубик еще не бежит к яблоку. Если true, он еще не бежит. Мгновенно ставим галочку set is hunting true. И только после этого запускаем стрелку get ему к яблоку, что это делает. Следующий кадр Eventik увидит, что in is hunting уже равен true, и этот бранч просто не пропустит команду вызывать ему тузан. Пулемет заблокирован, кубик плавно бежит к забору. Что он хочет сказать, то что за 1 секунду 1000 тиков, и получается, что он 1 тик тратит на то, чтобы просчитать путь, а 999 на то, чтобы ко мне двигаться. А когда он каждый тик работает, у него нет запаса времени. Вот в чем дело. И так устроен именно вот это time of two. Это упрощенная версия. Но если мы запишем переменную, которая запомнит, что двигаться, проверять не надо больше. Но если мы внесли его в исключение, потому что так исключение не работает, потому что исключение, оно звучит логично для нас, но для движка это не так. Не то, как работают блупринты. Блупринты все равно видят этот кубик еду. И они поэтому ломаются. Они видят еду, несмотря на то, что мы прописали это в исключение, им без разницы. Потому что вот эта проверка, один тик, который тратится, она работает постоянно. Проверка работает постоянно, даже если мы внесли в исключение. Проверка в любом случае делается. Он делает каждый раз проверку, видит, что есть исключение, и тогда уже все. Но он делает это каждый тик, если мы делаем every tick. А если мы делаем каждую секунду таймер, то у него есть... Он тратит 1 тик на то, чтобы понять, что есть исключение, и 999 на то, чтобы следовать за мной. Типа вот так я это понял. Тогда да, звучит логично наконец-то. И из этого мы уже можем, понимая ошибку, что так устроены блупринты и время реагирования на них. Значит, мы ставим перед нодой кубик еще не бежит к яблоку. Если true, он еще не бежит. Ставится это is hunting true. И только после этого запускает стрелку к яблоку. Что это сделает? Следующий кадр Eventik увидит, что is hunting уже равен true. И этот бранч просто не пропустит команду вызывать ему в ту заново. Пулемет заблокирован. Кубик плавно бежит к забору. Теперь через финал ноги. Он слушает, честно съел, ставим set hunting false. Ход окончен, возвращаем сытость на 100. Он фейл, наткнулся на забор, никакой магии, мы просто снимаем галочку set is hunting false. Охота не удалась. И белую стрелку отсюда ведем в нашу ноду ему в ту к игроку. Кубик голоден, сытость ставит. Он один раз побежал к забору, понял, что не может пройти, сбросил флаг охоты и честно голодно побежал к тебе. Поскольку на следующем тике он все еще голоден, а флаг охоты сброшен, он снова пытается 1 раз проверить еду. Снова споткнется об on fail и снова сделает шаг к тебе.
В итоге он будет плавно, хоть и немного дерганно идти к тебе, оставаясь честно голодным, пока ты не бросишь ему нормальное яблоко. Наверное, настоящая логика на Вентик. Перед нодой get all afters of class. На ветке true branch of Волода поставить branch. True. Поставить branch, который проверяет. Is hunting. False. Проверяет, какой из хатинг. Просто есть из хантинг. Подожди, у него есть из хантинг. Какой смысл? Да, нет. Да. Конечно, да. Нет. Это про то... Есть из хантинг и вопрос. Он есть либо нет? Из хантинг. Если из хантинг, true, из хантинг, блять, он, сука, охотится. Он охотится, да или нет?
И какой в этом смысл, если он все равно проверяет его? Это не сработает же. Он не будет делать ко мне шаг, потому что он каждый тик будет тратить на проверку. AI move to. Получает команду, она сразу же стирает старый путь и начинает искать новый. Но на это вычисление движку требуется микросекунда. Таймер дает команду 1 раз в секунду. Нода AI move to к яблоку сработала, споткнулась об забор, выдала он фейл и передала управление ноде AI move to к игроку. Все это заняло 1 тик времени. Следующие 990 тиков времени, целую секунду движок вообще не трогал ноду яблока. Кубик тратил остаток времени на честное физическое движение к тебе. Окей, что мы меняем, если мы оставляем евритик?
Кубик тратил на этот составный начало. Как это происходит при тиках, без перемен? Как это происходит при тиках, без перемен? Каждый тик, каждую миллисекунду его тик заново нажимает на кнопку ему к яблоку, но до каждой миллисекунду стирает движение к тебе, начинает искать путь к яблоку, спотыкается, подает on fail и не успевает сделать ни шагу, потому что наступает следующая миллисекунда и ее опять стирает новый вызов. Кубик тратит 100% своего времени на сброс и перезапуск ноды, потом физически застывает. Часть 2. Зачем нужно было исключение? На исключение нужно блокировать физическое столкновение с яблоком. То есть он нахер не нужен. Исключение ignore actor блокировало физическое столкновение с яблоком, чтобы кубик не буксовал об него вплотную. Не буксовал об него вплотную. Блокировало физическое столкновение с яблоком. Потому что выделил, говорит, все равно продолжает находить это яблоко в мире, а Эвентик все равно продолжает каждую миллисекунду спамить команду «беги к нему». Исключение убирало физику, но не убирало пулеметный спам логики. Как работает переменная из hunting и branch? Практика. Из hunting. Давай сделаем это руками выбрать. Очень просто. Какое изначальное состояние переменной? Когда ты создаешь переменную из hunting, типа boolean красный круг, ее изначальное состояние по умолчанию всегда равно false. Галочка снята. Это логично. Кубик только родился в игре. Он еще ни за кем не охотится. Бранч это поймет автоматически. Когда ты создаешь переменную из hunting, типа boolean красный круг, ее изначальное состояние по Please compile the... Блять. True, false, ясно. Мы добавляем саму эту херню. Да, но я тебя спрашиваю, как это... Окей. Перетащи переменную с hunting. Сделай поле вышка на график и вариант get it's hunting. Появится маленький красный кружок. Перетащи переменную с hunting и сделай панель get... Просто воткни этот красный кружок напрямую в красный кружок condition условия твоего нового бранча. Все, никаких двойных вопросов не делаем. Бранч сам умеет считать. Как это блокирует примитив? Смотри, как переключаются рельсы. Внимательно проследи за выходами бранча. Кубик проголодался. Эвентик заходит в наш новый бранч. Игра смотрит в переменную. Из hunting. Она изначально false, охоты нет. Раз значение false, бранч запускает команду по своей нижней белой стрелочке false. И вот тут мы делаем трюк. Перетащи переменную из hunting на график еще раз, но выбери set из hunting. Да, не get, а set. Появится синий-белый блок с галочкой. Поставь в нем галочку true. Теперь true. И отсюда бранч false, true. Так. Подключи стрелочку false из бранча. Подключи стрелочку false из бранча
В этот с этой станет true, да. А уже от него введи команду к ходьбе для яблок. Так. Eventik опять проверяет этот branch. Но теперь значение переменной равно true. Branch направляет команду по верхней стрелочке true. А ветка true абсолютно пустая. Ветка true у нас абсолютно пустая. Стрелка обрывается в пустоту. Результат пулемета Вентик продолжает стрелять каждую миллисекунду, но теперь бранч холостыми выстрелами отправляет эти тики в пустоту через ветку true. Нода Aimove к яблоку вызвалась ровно один раз и больше не сбрасывается. Кубик плавно бежит за собой. Финал. Как вернуть кубику свободу при on fail? Когда кубик добежал до забора и нода выдала on fail, мы вызываем ноду set int hunting и снимаем галочку, возвращаем false. Мы говорим кубику, все, охота не удалась, флаг сброшен. Мы вызываем ноду set is hunting и снимаем галочку. То в самом конце. Когда кубик добежал до забора и нода выдала on fail, on fail, вызываем ноду set is hunting. И снимаем галочку, возвращаем false. Мы говорим кубику, все, охота не удалась, флаг сброшен. И отсюда же ведем белую стрелку в ноду Aimove to. Aimove to. Поскольку на следующем тике флаг сброшен false, бранч снова один раз пропустит проверку еды. Проблема была в том, когда он сбрасывал путь. Когда он не мог дойти. А когда он может дойти, он перестает проверять, типа. Кубик опять спрыгнул. Так, опять брать флаг и делать шаг к тебе. В итоге кубик будет плавно идти к тебе, оставаясь голодным. Он будет тратить один тик на проверку еды, понимать, что забор мешает, и тратить время на движение к тебе, пока ты не дашь ему доступно его. Что, блять? У него дается изначальное значение 100, отнимается 20 и заходит. Есть сотка, отнимается. Растекаем секунду. Отнимается 1.
60 раз. И что ты въебаешься? А если false? Сюда. Что не так? Потому что... Стоп, он должен идти сразу. Эвентик. Сюда. А, отсюда сюда. Так. Нихуя. Нет. Ну, плохо. Это иллюзия. Он не двигается, он прыгает. Я правильно понимаю, что если... У него нет проблем, да, если он... Не понял. Он сейчас не идет, блядь. Больше. Почему? Он говорит... каждую секунду у него отнимается голод, у него растет голод каждую секунду. Если голод меньше 30, если голод меньше 30, если меньше 30, откуда он считывается? Из этого понятия, которое обновляется, не обновляется? Нет, обновляется каждый тик. Вот эта команда происходит каждый тик. И вот это условие. Если он не голодный, он идет ко мне. Он идет ко мне, соблюдает расстояние и меняет цвет. Это происходит каждый тик. Это повторяется. Момент наступает, когда он голодный становится. Это работает. Наступает момент, когда он голодный, и он идет сюда. У него false изначально. У него изначально false. Он идет сюда. И устанавливается, что он true. Да, это за один тик происходит, это цикл. Это цикл. Он сделал вот это.
Один тик. False, false, ставится true. Он идет дальше. Он выполняет это. Он ищет яблоко. Он ищет яблоко. При условии, что они есть, да? Тут условие, то есть он из массива яблок. И есть массив яблок. Он смотрит, больше ли их нуля. Если больше, то он двигает его к цели яблока, да, он двигает к нему на нулевое, на первый в списке. Нулевой — это первый в списке, да, матрицы. Он двигает кубик самого себя. Да. Он двигает кубик, сам себя двигает к первому в списке. Если яблоки есть, да. Acceptance radius. Это радиус, которым он забирает его. Он его подбирает. Он слушает, выполнено, разрушает его. Этот же объект, который он подобрал. И устанавливает сытость на 100. Все, это конец. Конец этого тика. Это все один тик. Если же он не нашел, он голодный, яблоки есть, но он не может до них добраться. Он не может добраться, да? Он не может не попасть в область, чтобы их забрать. Он это моментально понимает. За один тик это все. Он фейл это. Он меняет из hunting на false. И приказывает менять из hunting на false. И приказывает идти ко мне. Приказывает кубику идти ко мне. Выполнить, завершить этот тик. Это все еще один тик. Он делает один тик ко мне. Делает один тик ко мне. И возвращается сюда. Он опять голодный. Из хантинг. Мы и так поставили false здесь, да? Это его изначальное значение. Но если оно будет здесь, да, то есть если где-то он поставил true, он бы так и завершил, скорее всего. Но он false опять. В любом случае, и там он false. Он опять true. И опять начинает по кругу искать. И это все один тик. Но в итоге что происходит? Что он тратит один тик. За один тик он понимает, что до яблока добраться нельзя, и делает
1 тик шага ко мне. Он делает 1 тик шага ко мне. 1 тик шага ко мне. Он делает 1 шаг тика ко мне. Команду move to, где он не находил бы путь ко мне, то есть не ко мне, да, а ко мне как раз таки он всегда находит путь, поэтому здесь нет ошибки, потому что так устроено move to. У него возникает баг только когда он не может найти путь. Не может коснуться объекта. Когда он не может коснуться объекта, он каждый тик начинает тратить на проверку. Если тик всего 1. Каждый раз. Ему не дается 1000 тиков. 1 секунда. Ему дается всего 1 тик, и он тратит его на проверку. Что он забывает. Но когда он двигается ко мне, у него этой проблемы нету. Он не тратит на проверку, он уже движется, получается, если я правильно понял. Но по такой логике он двигается ко мне, пока не голоден. Как только он становится голоден, он идет искать яблоки. Он не находит яблоки. Если он не находит яблоки, он то же самое, что если бы он не может достичь. Он не может либо коснуться яблок, либо он не может... А вот в чем проблема. Когда яблок нету. Когда яблок нету. Когда яблок нету, он every tick все принимает. Яблока нету. Допустим, да? Он говорит, яблока нету. 0 больше 0? Нет, не больше. Это false. И он идет ко мне. Он идет ко мне. Идет по этой же цепочке, и тут не меняется true. Он не false, он true опять. Стоп, если он true? Если он true, он в тупике. И заканчивается. Ну, ему похуй. Нет, он... у него нет еды, и он не двигается. У него закончилась еда. Все. У него закончилась еда.
Так, у него заканчивается еда. И результат тот же самый. Он больше не хочет идти за мной. У него заканчивается еда. Нет еды, нет еды. False. Он ставит, что он больше не охотится. Он больше не охотится. И он идет ко мне. Один тик, он идет ко мне. Затем повторяется. Я здесь изменил. False. Он повторяет то же самое. Он должен идти. Каждый тик, он должен идти ко мне. Раз еды нет, он должен идти ко мне. Но он не идет. Каждый тик, он должен идти ко мне, если еды нет. Что, еды нет? Он сейчас бесконечно за мной бежит. Это приказ бесконечный. Он будет идти за мной, пока не дойдет. Как только он ко мне приходит, он больше не пойдет. Он до меня дошел, и он больше не идет. Либо дистанция работает. Подожди. Всего один кубик фуда. У него есть голод, но не существует кубиков. Но если есть один кубик, он его ест. Но дальше не двигается. Что ж, не буду отрицать, я в полном недоумении. Но, возможно, Джейми не даст ответ. Как только кубик съел еду, он один раз бесконечно идет ко мне, пока не дойдет. Как только он дошел, он замирает навсегда. Но при этом, если еды нету вообще изначально, он идет за мной всегда. Он не останавливается. Он останавливается рядом со мной. И когда я дальше двигаюсь, идет опять за мной. В первую очередь надо понять, в чем тут проблема.
Но я ничего не указывал делать ему, если он съел еду. Как только появляется, съедается еда, логика переключается, ломается все это. Еда не удаляется из памяти. Когда кубик съел еду физически, Destroy Actor, но ссылка на эту еду осталась в переменной, и думает... В момент поедания еды обязательно ощущайте переменную в Blackboard. Используйте узел Clear Blackboard Value для ключа еды. Нет такого. Если вы используете Behavior 3, ветка еды... Что? Блядь, дебил. Секунду нашел ту самую фундаментальную ошибку кода, который был потерян, что прав. Проблема была не в доступной еде, а в том, что как кубик возвращается из режима охоты в режим преследования игрока. Давай точечно разберем, почему кубик замирает на седе рядом с тобой, когда съедает доступное яблоко, и почему без яблок он бегает нормально. Вспомним, как у нас изначально работала ходьба за игроком в первой серии. Она висела на Эвентик или таймере. И каждый шаг времени принудительно обновлялся. Если ты отходил, кубик сразу видел, что дистанция увеличилась, но да, ему игроку плавно двигало его дальше. А теперь последим, что происходит в твоем коде, когда кубик съел яблоко. Когда кубик съел яблоко. Теперь что происходит в твоем коде, когда кубик съел яблоко. Кубик проголодался, подбежал к яблоку, сработало он сусес, успешно съел. Сейчас мы разберемся. Почти. Это как я философствую, блядь, но при этом применяю это на практике сразу. Я философствую о практике. На практике. Философствую о практике на практике. Теоризирую, изучая новый материал. Да? Ошибаюсь. Но ведь пулемет ТИК теперь снова включен на полную мощность. Каждую миллисекунду Эвентик заново нажимает на кнопку AI Move to к игроку.
Нода преследования игрока начинает каждую миллисекунду стирать путь, сбрасывать движение, перезапускать и искать тебя. Пока кубик далеко от тебя и движка еще кое-как справляется с этим спамом и куда-то бежит. Но как только он добежал до тебя и расстояние сократилось до нуля, нода эту цитату Сусус дошел и мгновенно сбрасывается следующим тиком кадра. Кубик застревает в бесконечном пулеметном цикле перезапуска ноды игрока, он забывает, что если ты отойдешь, ему нужно снова бежать, потому что пулемет тиков парализует ноду, а ему к игроку точно так же, как до этого парализовал ноду яблока. Еще изначально без еды он бегал за тобой нормально, потому что изначально мы не переключали кубика на другую ноду движения. Когда нода АИМУФТу к одной и той же цели к игроку вызывает сценарий тик, движок Unreal оптимизирует ее под капотом. Если цель не поменялась и кубик в пути, он не сбрасывает движение. Но как только кубик переключился на яблоко, а потом вернулся к игроку, этот внутренний кэш движка сбился. Пулемет тиков начал намертво глушить ноду игрока. Как это исправить за один клик, зная точную причину? Переменная из Hunting идеально защитила ноду яблока, но мы забыли защитить ноду игрока от такого же пулеметного спама. Кубик должен вызывать команду «иди к игроку» только один раз, когда он переключается в режим сытости, а не штамповать ее 60 раз в секунду. Давай используем твою логику переменной на 100% и исправим этот затык. Посмотри на свой главный бранч голода. Сатиэти меньше 30. У него есть выход false, сыт. Сейчас он идет напрямую во имя тому в игроку. Бранч голода. Да, из false. Да. Поставь перед ходьбой к игроку еще один бранч, который будет проверять ту же самую переменную. Из Hunting false. Но теперь мы используем ее наоборот. Так. Бранч. False. Из... Так, false. У него, да, вставь перед ходьбой к игроку еще один бранч, который будет проверять ту же самую переменную. Из Hunting false, но теперь мы используем ее наоборот. Если true, кубик сыт и галочка из Hunting снята, то он действительно просто гуляет. Команда идет в AIMUFT к игроку. AIMUFT то игрок. Кубик сыт. Если кубик сыт, да, он идет к игроку. И самое главное, на выходе из ноды он сусыс честно съел яблоко, сразу после того, как ты возвращаешь сытость на 100, протяни белую стрелочку и принудительно вызови ноду АИ тому к игроку ровно один раз. Или, что еще проще чище, давай сделаем так, чтобы при переключении состояния кубик просто вызывал ноду движения один раз в момент изменения. Дай прям, если ты разовьешь пулеметный спам на ветке false, кубик отвиснет рядом с тобой. Попробуй поставить самый обычный просто узел до once. Выполнить один раз строго между выходом false из главного бранча и нода AIMUFT к игроку. А его кружок соедини с выходом onSUSE с яблока.
А его кружок растет, соедини с выходом он сусус и яблоко. Если он сусус яблоко... Если ты разорвешь пулеметный спам на ветке Falls, попробуй поставить самый обычный простой узел до онса, контейнер строго между выходом Falls и главного бранча и нода ему к игроку. А его кружок РСС соедини с выходом онсуса с яблоком, блять. Он его ест. Почему он меняет цвет, блять? Шина. Старт. Блять, я ненавижу этот код, но при этом так хочу завершить. Нет, ебаный дуонс не работает. Я не понимаю, чего ты хочешь. Понятно, что он не работает. Он же единственный раз срабатывает. Ты чего хочешь? Ты, блядь, делаешь every tick? Ты делаешь every tick? Что если он сытый, то ебашит ко мне. Если он сытый, то, блядь, да, а если нет, то...
Кубик голоден. Пускай сами... Кубик бежит. А ему стук к яблоку. Он доходит до яблока, срабатывает выход Тунцуса, с яблока уничтожается, сытый становится 100, а из Хантик переключается на Фолс. На следующем тике кубик сытый, Вентик пускает команду к ноде, а ему стук к игроку. Ну... Что, веб? Да и... Вот. Так. Да, у него доходит голод, и он, блядь, опается. Он становится... Ест. Ты долбоеб? Да ёб твою мать, ну что это за подхалимство? Ну, блядь.
просто понял чуть дальше, в чем проблема. Я, блядь, ничего не делал. В своем бlueprinте прописано, куда должна идти белая стрелка команды, если на карте закончилась еда. Если закончилась еда, если еды нету, то он перестает охотиться и идет ко мне. Белая. Посмотри, куда должна идти, если закончилась еда. А и мухту. Куй прогадался. Логика идет проверять еду через GT. Сканирует карту, видит, яблок больше нет. То увидел проверки. Ответ false. Нет яблок. В этот момент белая стрелка команды. False. Нет, не обрывается. Посмотри на его выход в полос, когда яблок на карте не осталось. Сейчас он, скорее всего, идет напрямую к ходьбе за игроком. Блять, ты сам сказал, что нет. Посмотри на его выход в фолс, когда игрок яблок на карте не осталось. Сейчас он, скорее всего, идет напрямую к ходьбе за игроком. Разорви эту линию. Вместо этого выхода в фолс сначала вызови команду сет из кантика, сними там галочку. Стоп, что? Ты, блин... Когда еды на карте нет, твой эвентик начинает одновременно делать две вещи. На ветке фолс, когда яблоко 0, он периодически включает тайну игры. Нет, нет, нет. Это на ветке true. Когда он голоден, блять. Но на главном бранче сытости Кубик все еще голоден. И Локи пытается каждую секунду заходить на ветку true в поиске еды.
Логика ПДРС каждую секунду ходить на ветку туру. На главном ранче сытости кубик все еще голоден, и логика подряд каждую секунду заходить на ветку тру. Поиск еды. Кубик настревает не идет закрепить запуска. Но да, ему стук к игроку вызывается, но из-за того, что кубик находится на ветке голоден, движок считает это состояние решенным поиска винды, блокирует нормальное движение, как это будет починить, нам нужно делать так, чтобы на выход в фолз, где яблок 0. Да. Перед тем, как эта линия пойдет в движение к игроку, врежь туда одну ноду. Стоп movement. Да, блять, что, сука? Угу. Куда ты, ёб твою мать, ускакал? Где мой код, блять? Вот же. Стоп, movement, сука. Подключи к ее выходу target. Floating pound movement. Он не подключается, ёб твою мать.
Я не понимаю, блядь, что ему надо. Этот шаблон self не является контроллером, поэтому для key target необходимо соединение. Блять, ты ебанутый? Я тебе говорю, он не может присоединиться. Он не может. Селф, блять, селф. Create a reference to self. Нет, нельзя. Нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя.
Он начал выдавать полную херню уже абсолютно, он не понимает. Да. Нет. Я вот на карте не осталось. Фолс, блядь, да.
Ну, тот-то он забрал здесь. Он был false. Куби поставил галочку true. И побежал к еде, блядь. Ты долбоёб. Это ты, блядь, долбоёбище ебаное. Ясно? Это он мне предложил эту хуйню добавить. Что разделить надо, а не напрямую. Сука, все было дело в ебаной этой хуйне. Да вообще похуй. Забыл. Что? Кубик добежал до яблока, сработал выход он сусес, яблоко уничтожилось. Сет. На выходе из он сусес.
Блять. Да я понял уже. Да, сука, давай быстрее. Пиздец. Да, сука, просто из-за того, что я забыл эту херню поставить. Но это потому, что мы добавили вообще вот эту херню. Но он же сам ее сказал добавить, но он не сказал добавить туда. Вывод надо проверять сначала по мелочи, да, потому что я сосредоточился на этой херне, но проблема была в этой. Зачем мы вот это добавили? Чтобы он двигался за мной? Подожди, смотри. Он встал. Какой смысл в тебе? Встал он почему? Потому что он голодный. Он голодный. И идет сюда. Хантинг сбрасывается здесь. Если не сбрасывается, это тоже конец. Поэтому, да. Он не может... Из хантинг сбрасывается. И должен делаться шаг ко мне, блядь. Но он не делается. Он не идет ко мне, он встает на месте, блядь. Он стоит на месте. Стоит на месте. Хотя я ему сказал идти ко мне. Сразу, как я сбрасываю. Я сказал ему идти ко мне. Сразу, как я сбрасываю. Да ёб твою мать. Что ты мне втираешь? Было.
Блять, его нет, он же существовал, что было, блядь. Что? Был стоп-актив movement. Ну и хер. Он не сбрасывает явно. Да, да, ты прав тут, но это ты сам же мне сказал эту херню добавить. Так, подожди. Ну, ну. Да, он ходит за мной. Все, проблема точно сейчас в том, что он не может найти путь. Но осталась где-то другая еда, до которой он не может дойти. Он
Че, ебанутый? То есть в момент, когда он начинает просчитывать путь. Да, извиняйся, кланяйся, блядь. Да. Нет никакой вины моя, вина лишь я тебе поверил, лишь я перепутал. Все виноваты. Просто нехуй делать по инструкции Джейми такие сложные схемы. Только простое можно сделать. Да. Да. М. Такая, ну, разве решение не в том, что просто, блядь, ну можно вообще не ставить, но пусть будет. И? А он просто будет сбрасывать, ему похуй, да? Так же будет стоять. Да, ему похуй.
Потому что оно сбрасывается. Нельзя ни сбросить, ни разрешить. Это не имеет смысла. Блять, только удалить не нахуй. Ему похуй. Это какая... Перейди к месту, где узел, выдает список яблок, а узел это кубик, ну иной, выбирает первое яблоко. Нам нужно сделать так, чтобы кубик перед бегом проверял. А это яблоко случайно не заблокировано. Для этого у ноды BP Apple, твоего яблока, должна быть своя встроенная галочка. Зайди в blueprint самого яблока. Так, вот это я уже понимаю. Вот тут что-то сейчас, ну... Так. Задай там внутри переменную boolean. Да нет, и назови ее isBlocked. Блять. Если ему узлом get a copy и ноды set is hunting true, поставь еще один бранч. Get a copy и ноды set is hunting true. Между твоим узлом get a copy и ноды set is hunting. О, вот это копия. Вот это копия. Какой именно, блядь? Здесь? Он сказал, здесь надо проверить. Ну. Так. Ставь еще один бранч. Вытяни синюю линию из узла get a copy, ссылку на выбранное яблоко. Найди узел get a locket. Бранч. Ты сказал, что перед этим. Is blocked. Get. Get. Решил загадывать. Этот? Подожди, разве не перед этим должен понимать? Ну, допустим. Так. Между твоим узлом get a copy. Вытяни синюю линию из узла get a copy. Get. A copy. Да. Вытяни синюю... Найди узел get is blocked. Да. Все правильно я сделал. Да.
ID выделил get из блока, то к нему, ну да. Если false, яблоко не заблокировано. Команда идет дальше, как обычно, включается set из hunting true. И бежит есть. Подожди. Он хочет, чтобы я вот здесь. Он хочет, чтобы я вот здесь. Проверил. Это всего лишь условие, но я понял. False. Между твоим узлом getCopy и нодой setIsHuntingTrue. setIsHuntingTrue и между твоим узлом getCopy. Так между ними get all actors of class. В любом случае не важно. Я вот здесь false. Is hunting false. И он проверяет, заблокирован ли он. Если он не заблокирован, то идет дальше. Ставится false. Яблоко не заблокировано. Если true, это яблоко поменьше заблокировано, белая стрелка идет напрямую в твою ноду, а и move to дырку. Двигайся к игроку. Но он же еще не нашел их. Это не сработает. Мы не пометили, что значит блокет, блять. Что значит блокет? Что значит блокет? Да мы не завершили. Так. Фейл.
Когда кубик уперся в забор и сработал он фейл, вытяни линию из нашего яблока. Когда кубик уперся в забор и сработал он фейл. Он фейл. Вытяни из get копии set is blocked. И он true. И он fail is hunting false. Пиздец, блять. Сколько я потратил на это? 4 часа и 54 минуты. Пять часов, блять. 5 часов я на это потратил. 5 часов на то, чтобы кубик шел за мной и ел. И когда еда заканчивалась, чтобы он шел за мной опять. И если он не может добраться до какой-то еды, чтобы он не стоял на месте, а шел за мной дальше. Я не знаю, я 3 часа потратил на то, чтобы просто найти, что надо пометить заблокированным это. Но это... Да, знаете, что я вам скажу? Оно того стоило. Безусловно. Оно того стоило. Оно того стоило. Что я получил опыт, я теперь понял, узнал новые блупринты, как они применяются на практике, узнал то, как время работает по-разному. Что для каждого блупринта свой подход нужен и понимание, как он работает. И не только со временем, но и другими переменными. И вот это вот все, что я сейчас сделал, это применимо к много чему, как бы, и поэтому это бесценный опыт. И хоть я сейчас потратил 5 часов, конечно, на это все, но это сильно сэкономит мне время в будущем. И это куда лучше, чем по инструкциям из курсов делать. И ну, я бы не смог просто повторять с другими людьми. Именно вот на своем, когда ты делаешь, когда ты себе поставил какую-то задачу, у тебя вот есть, хочешь делать свою игру, свой кубик, какую-то механику новую, для него ты готов сколько угодно времени потратить. Ну, не то, что в удовольствие, но в итоге ты все равно будешь рад, то, что у тебя получилось, и оно того стоит. Вот для меня оно того стоит. Я бы ни за что столько времени не потратил, но просто на то, чтобы повторить за кем-то пример или сделать то, чего я не хотел. Так что теперь я получил очень уникальный, полезный опыт, который иначе бы не получил, скорее всего. Да. Единственное, что я сейчас хочу понять, ну, во-первых, почему ошибки,
И я хотел еще понять... Все правильно, все хорошо, только вот здесь... Имеет ли это смысл здесь именно делать? Вот это разделение, оно... Что это делает? Сравнивает... Это нужно... Да, это точно так же, как я взял отсюда, да. Это не важно абсолютно. Это не имеет значения. Тут нет соединения, тут нет ветки. Это просто компонент для других. Да, ну подожди. Он идет соединитель. Есть. Отсюда он решает. Если достаточно... Есть ли на сцене в игре еда? Если нету, то все просто. Остановить охоту, сбросить и следовать за игроком. Все, это работает. Потому что затем он возвращается и повторяет то же самое по кругу. И в итоге это все за один тик. Он идет за игроком просто бесконечно. Пока не появится еда. Пока не появится еда. Если есть еда на карте, то он идет к ней и пытается съесть. Если у него получается съесть, то он разрушает этот объект, эту еду, охота заканчивается, и его голод пополняется. Если он не может, то есть еда есть, но он не может до нее дойти, это автоматически рассчитывается путь до нее. Он даже не пойдет, если за вот этот один тик он не смог просчитать путь до нее. Если он не может до нее дойти, то он блокирует. Он вот этот, мы добавили ему просто вот переменную, которая называется isBlocked, и он просто становится true, он блокирован, конкретно этот кубик, потому что это массив, да, это массив, и он... И это по одному кубику считается. То есть, да. Мы это по тикам перебираем все кубики в итоге, которые есть. Все объекты, которые вот здесь он искал. Объект одного и того же типа. Категория. То есть копии просто еды. Все копии еды, которые есть на карте, он перебирает, и каждый из них он может заблокировать, но только при том условии, что он не смог до него добраться. То есть, да, вот все. Отменяется охота, и он также идет. И это также бесконечно. Он бесконечно идет за игроком. Все это за один тик происходит. Проблема была в том, что у него не было блока, и он не понимал, он бесконечно пытался подойти к этому кубику. Все обрывалось, то есть, да, на вот этом этапе. Он не шел дальше за игроком, потому что у него был приказ дойти до кубика. А когда он теперь понимает, что кубик заблокирован, то он теперь просто идет за игроком. Все. И он про этот кубик больше не вспомнит. Потому что он заблокирован. Ну или он будет о нем вспоминать каждый раз, но при этом вот он идет. Главное, что это работает, блять. Ну, то есть, все. И вот единственное, что... Единственное, что... Мы это делаем вот здесь.
задаем вот эту переменную, что он заблокирован. Вот здесь это надо делать или чуть после? Нет, это надо именно здесь, да. Все правильно. Мы берем просто вот этот конкретный кубик из массива. Мы его берем. Также здесь все абсолютно. Тут нет никакой связи. Связь идет вот прямая, да, то есть он голодный. Окей, а если вот это убрать, то оружия нет в итоге нигде. Вот тут надо проверить, да, это чисто эксперимента ради. Ради эксперимента, если я уберу... хотя сначала, конечно, спрошу Джимми. Runtime error. Asset not trying to read. Attempt to... Блять, подлиза. Да, да, действительно. Я уже сказал, да, это чистый опыт, который очень важен, я бы его иначе никак не получил. Движок уже стер яблоки из памяти, их больше нет. Но в эту же наносекунду инвентик кубика успевает проскочить в узел get-copy. Он пытается почитать переменную из блокет у яблока, которое уже удалено из реальности. Бранч впадает в ступор, не находит объекта и пишет тебе, я пытаюсь прочитать свойства, но объект уже не валиден. И отправим в корзину. Как это спрятать? Нам нужно просто приказать бранчу сначала проверить, живо ли это яблоко в памяти, а уже потом читай его галочку. Найди твой узел get-copy под номерной, сразу после него, перед твоим новым бранчем, проверки из блокет. Поставь ноду из valid. Выбирай ту, у которой серая иконка с вопросительным знаком. Перед моим бранч. In hunting.
Так, что там? У нее входной синий кружок, input object. Нет такого, блять. Отни линию яблока. Options. То. А если контекст? Seconds. Тут дохера их, блядь, я без понятия, какие нужны. Но он обсирает очень. Да, блядь. Структура прокси-объекта, привязки киносцены, по ссылке несовместимы со ссылкой на объекты данных. Сразу после него, перед твоим новым бранчем проверки из блока, да, поставь ноду и свалит. Он голубой, но не синий, блять. Это важное различие. А что это значит синий? Секенсор. Секен... Ты ебанутый? Блять, что? Сука. О, у меня уже есть бранч, блять. Ты ебанутый?
Какой долбой по тебе думал? Да, нашел. Ее входной синий кружок. Да блять. Все заебись, все заебись. Да я уже на нервах. Ее входной кружок. Ее синий. В ее входной синий кружок input object воткни линию яблока из get копию. Воткни линию яблока из get копию. Белая линия от ходьбы заходит в эту ноду и свалит. Прежде чем что? Под номером 0. Сразу после него перед твоим новым бранчем проверки из блока. Перед твоим новым бранчем проверки из блока. После get и copy 0 перед бранчем проверки из блока. Вот он, блядь. True. Ее входной синий это копия. SPM белой ссылки. Белая линия от ходьбы заходит в эту зону и свалит. Белая линия от ходьбы. Если они вообще, да? МБ, а ему что? Он спрашивает, заблокирован ли он? А я спрошу, есть ли он вообще? Так что он изначально идет в false сюда. И если он валидный, то спрашивают. Из ее верхнего выхода и свалит. Да, яблоко пишет, ссылка идет дальше в твой бранч проверки из блока. Перед, да, перед, блять. Из ее нижнего выхода из not valid, яблоко уже удаленно не открывается, стрелка идет напрямую в твою ноду, а ему в твою группу. Жми финальный compile step, как бы говорить, а теперь между выражением и дальше. Да, видно, согласен. Да он уже загружен давно. Короче, проверяем.
Так, ну тут возникают некоторые вопросы. Почему ты не ешь, блядь? Валидные ли они? Он существует? Да. Он существует, ёб твою мать. Почему он, блядь, ему похуй? Что такое? Существует ли он? Ну, мы говорим ему, ты голодный, ты находишься в состоянии охоты. Если нет, то на этом заканчивается, в принципе, он не даже двигаться не станет. Но ты чё не жрешь? Ешь, блядь. Бля. Охотятся. Я его спрашиваю. Существуешь? Да, идешь. Ну подожди, ну а если нет? Он работает вообще? М, Подожди, он считает, что их не существует? Какого хрена? А если наоборот сделать? Я не знаю, что это будет. Не, ты чё? Да, блядь, какие тру. Что ты... Из хантинг валит. Если он валит, да, существует. Если он не существует, то он идет туда. М, Ну, плохо.
Input object, блядь. Если там написано object, а не actor, то движок не может распознать то яблоко. В смысле? Так они же объекты, а не акторы. Как маленький зеленый овал с надписью с вами. Я сам сказал. В смысле? Pawn, актор, а это object. Да в смысле? Вытяни... А. Кстати, я не подумал. Если он автоматически предлагает... Так, блядь, ну ебать, он все предлагает. Нет. Он предложил мне еще один. Что это нахер? А какой смысл? Дед, ты чё? Ну, ладно. Так. Воткни линию яблока из этого льда, из красного кружка, вытяни линию и включи ее в condition условия твоего бранча. У него уже есть он. Какого моего бранча?
Так. Вытяни линию, да, перекинуть исполнителя, не поставили вариантивный блок, это еще один обычный бранч. Поставь перед бранчем из блока еще один обычный бранч. Бранч за бранчем рождает бранч, который порождает другой бранч, который является другим бранчем. Бранч. False. Condition. True. Команда идет к игроку. Да, если false. Да. Но ему похуй. Не. Ему похрен абсолютно. Он голодный. Он может охотиться? Да. Ну, точнее, выключим из хантинга, да? Он идет в... он проверяет, существует ли объект. Может, стоит, да. Я дебил, он может просто... Вот сюда. Может быть. Если так, то надо... Он сначала обнаруживает акты. Да.
Тогда... У нас есть вот этот. Есть блок. И... А этот ведет сюда. А зачем? Чтобы из хантинг просто сделать. А значит... Да, им не нужен посредник. Вот сюда иди. Он шел сюда и в итоге находился. Он должен быть здесь. Get тоже тут должен быть первым. И вот эти чувачки пиздят у него здесь вот это. И вот этот валидный чел должен идти сюда. И он не должен быть заблокированным и идти сюда. Ну, сука. А что ты? А что? А что? Ты же его заблокировал. Ну, ошибок нет. Так, ну подожди. Потому что мы... Он голоден. Классы после get копии. Голод наступил, команда заходит в get true. У нас есть бранч, да. Он голодный. Он изначально false, он находится. Он находится. Он false, мы ставим true. Он ищет эти все классы. И выдает сюда... Сюда выдает... Он находится, да. Отсюда оно идет в проверку, валидно ли оно, существует ли. Существует ли оно.
Если оно существует, true, значит твой бранч. Команда доходит, да, дальше идет твой бар, проверка яблок. Здесь он проверяет, существуют ли они. Если их не существует, он идет к игроку. Если существует, он проверяет, блокированы ли они. Если они блокированы, он идет к игроку. Если они не блокированы, он идет в бранч, который проверяет и яблок количество. А к чему лишние, да, надо сразу проверять. Ну да. Он должен быть, да, здесь сразу после этого. Он просто ставит из хантинг. Но это должны ставить другие. Его задача соединяет эти. Ты не соединяешь его, ты соединяешь их. Если false, это их задача, не твоя. Собственно, мы уехали от них. Валидный ли он? Неважно, если их нету. Так что, да, в первую очередь он проверяет, существуют ли они. Есть ли вообще яблоки? Да не яблоки, ёб твою мать, это уже яблоки. Еда. Существует ли еда? Он проверяет. Существует ли еда? Он ищет всю еду. Из него идут две вот эти штучки.
Он проверяет, если он их ищет, он их проверяет, больше ли нуля их. Если их больше нуля, какого? Он их ищет, он их проверяет, если они больше ли их нуля. Если да, то он идет дальше. Существуют ли они еще? Если их нету, то они просто идут в а и муфту. Но он до установить, нет? Любой false из них ведет к... Да, кроме... Да, но если он вернется, то тогда что будет? Надо добавить каждому из них... Сбросить? Ладно, забей пока. Он атакует, он атакует. Атака. Атака. Это проверяет ли, существуют ли они еще. Этот проверяет, заблокированы ли они. Если они существуют, если они заблокированы, да, то вот тут как раз таки, да, true идет, что они заблокированы, он идет в движение. А если нет, то они наконец-таки АИ муфту. Но это не решит проблему, я думаю, что я не то сделал. АИ муфту. Но в любом случае каждый из них должен был... Окей, on sources, destroy actor, set in hunting, убирает. Если он провалился, он его блокирует и set is hunting. Но... Да, вот эта херня... Это к каждому из них относится. Каждый из них прежде, чем... Ну, смотри. Почему? Потому что он не заблокировался. Почему он не заблокировался? Больше нуля. Он существует. Больше нуля он существует. И он должен стать заблокированным. Он должен стать заблокированным к попытке к нему подобраться. И при повторении он должен был заблокироваться.
Они есть. Они... Он получил 100 и... Разве не должен вернуться? Он должен вернуться, если не получил. А если получил, он сам вернется? Где это сказано? Получил. Закончил действие. В случае должен был вернуться. Ну. Да. Да. Стоит на месте. Ну, я просто попробую, но не знаю. Потому что... Любой, кто ведет к нему, должен пройти через отмену. True. Это не важно, потому что он и не ставил true. А вот эти все ставили true. Раз, два, три. 4, 5. Но я думаю, проблема не в этом. Ну. Блять, ты что, серьезно? Проблема в том, что инхантинг был. Я не знаю, что... Ну, все. Жесть. Ну, в принципе, логично, наверное. Если его в угол поставить. Ну, и где-нибудь здесь. Ну вот. Наконец-то работает. И нет никаких ошибок. Все. То есть просто инх.
Уже экспериментировать не хочется, знаешь ли, но... Наверное, разницы нет, наверное. Но уже не важно. Короче, эта херня работает. Не, ну на самом деле почти. Нет, там почти ничего нету. Незаметно, что он что-то считает. Он вот идет своим кубиком. Он реально ровно за мной идет. Если я остановлюсь, то да, он на момент, ну и тут еще анимация у него багуется чуть-чуть. Да. И нет никаких ошибок. Да, только там надо очень сильно подсократить. М. 6 часов. 6 часов, да. 6 часов 15 минут видео. Да. Что я могу сказать? Мы создали кубик, который ест, ходит за мной, который не багуется, все это делает правильно. И да, умеет отличать то, что когда он не может забрать, он продолжает жить нормально. И становится все живее и живее. Так что
Конечно, надо подправить вот то, что он проваливается под пол, то, что он левитирует, когда что-то забирает. Но это, я думаю, уже не так сложно. Но в любом случае, да, есть что еще улучшить, даже в нем самом просто. Но что тут сказать? Это очень-очень хороший пример, я думаю. Как можно через создание своей игры, своих механик, вот даже просто с Gemini. Конечно, вот я допустил ошибок несколько в том, что вот, например, я слушал его, сам меньше думал, чем мог бы, да. И как бы Gemini это просто инструмент, понятно, что он не виноват никак, полностью виноват я. Но да, я в том числе понял то, что надо правильно использовать Gemini и вот самому код тоже просматривать лучше, на детали обращать внимание. Но я понял много чего сегодня, конечно. Самое поразительное то, что мне это понравилось. И даже сейчас я чувствую себя совсем не уставшим. Ну, я, например, сегодня мало спал, там 6 часов, да, но это, конечно, сложно было. Но я чувствую себя, наоборот, скорее бодрым и счастливым еще больше, чем когда начинал. Потому что, видимо, действительно придает огромные силы, и ты можешь делать очень многое на энтузиазме от того, что ты свое создаешь что-то. Ну, по крайней мере, для меня это так. Конечно, еще курсы я скоро заново начну смотреть там. Но суть в том, чтобы использовать, я думаю, это как просто знание для своей игры. То есть сразу применять все, что ты узнал там из курсов, все, что ты увидел там у человека в другом видео, там какую-то механику интересную он делал. И вот ты берешь и сразу применяешь для своей игры, как вот я для своего кубика. Как бы с Gemini тоже можно делать, но лучше всего, конечно, это все комбинировать, я думаю. Но самое главное, что мне это реально нравится делать, я думаю. Это только всего лишь второе видео, вторая механика, но я думаю, мне безумно это нравится все. Я могу так продолжать бесконечно. Понятно, что отдыхать тоже надо, да, и заботиться, в общем, о себе. Но никогда не было вот такого ощущения, что я вот... Ну, в потоке, по сути, да. Как вот играешь в игру, и это очень интересно. Не обращаешь внимания, как быстро пролетает время. Я вообще не заметил, как эти 6 часов прилетели. Так что да, начинайте свои игры. Или... Ну, в общем, творчество, да, свое что-то, какое-то свое дело. Это в любом относится, не только к геймдеву. В любом деле. Вот если вам нравится, это вот, как бы это просто и наивно не звучало, я думаю, да. Самое важное, чтобы тебе нравилось это делать. Но ты не узнаешь, пока не попробуешь. И как у меня даже сразу не понять. Надо попробовать несколько, вот как я механик сделал несколько, и вот точно понял, что... Ну, почти точно, что мне это нравится. И дальше будет только сложнее, и при этом куда интереснее, потому что это более масштабные идеи. И, конечно, для меня важно то, что кубик оживает со временем. Чем больше я делаю для него. Просто это видеть уже награда для меня, я думаю. Как бы это ни звучало. Это поразительно. Это, наверное, это и есть весь секрет успеха, да. Просто делать то, что тебе нравится, и искренне найти такое дело.
Так что, надеюсь, вам было это все интересно, полезно. Ну, а в следующей серии, третьей серии, конечно, будет что-то еще интереснее, что-то еще масштабнее. Ну, увидим. Увидимся. А превьюшка еще нужна, кстати. А я вот придумал кое-что, кстати. Так, вот на F11. На F11 можно вот так экран сделать. Почти полностью закрывает. Только внизу видно, да. И... А ты чё? Не голодный? Вот так вот. Alt-P. Опустим эту деталь, да? А чё он... Подожди, это типа копии, они, может... Раз, два, три. А в следующей серии кубик